Ты что делаешь? А ты что, не видишь? У тебя что, новое хобби? Нет, я просто решила вернуться к своему старому увлечению. Молодец. Как раз тот самый момент, когда я решил немножко отдохнуть. А представляешь, что в таких условиях приходится спать каждую ночь тем людям, близкие которых храпят. Тем более, что сила храпа порой достигает 69 дБ, что можно сравнить со звуком отбойного молотка. Здравствуйте. Это программа «Доктор И», и с вами мы, ее ведущие, мотогонщица Ирина Першина и Виктор Логинов. В старину на Руси здоровье мужчины мерили силой храпа. Существовало даже такое выражение – богатырский храп. На самом деле храп – это громкий сигнал о том, что в организме человека что-то не в порядке. И именно о храпе мы будем говорить сегодня в нашей программе. Алексей и Елена Моисеевы уже 15 лет счастливы в браке. Но последнее время супруги не могут спать вместе. Несколько раз за ночь Алексей будит любимую жену своим сильным храпом. Что Елена только не пробовала. И толкала мужа в бок, и переворачивала его во сне. Даже ужина лишала. Но все тщетно. Спасением для Лены мог бы стать переезд в соседнюю комнату. Но даже это не помогает ей выспаться. И совсем не укрепляет счастливый и многолетний брак. Моисеев Алексей, 43 года. Храпит каждую ночь на протяжении 5 лет. Семья Моисеевых сегодня у нас в гостях. Добрый день, Лена. Добрый день, Алексей. Здравствуйте. А также я хочу представить эксперта. Это врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Владимировна Аксенова. Здравствуйте. 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 Лена, скажите, что не так? Почему даже переезд в другую комнату не помог вашему семейному счастью? Ну, все дело в том, что сплю я чутко, а он храпит громко. И я его поворачиваю на бок, и 5 минут он там вроде как удобно, а потом раз обратно все, и по новой, с новой силой. То есть повороты Алексея как-то помогают, да? И То есть в на одном положении он короткий срок храпит? он потом все равно Нет, переворачивается. но есть такие положения, в которых, если его, например, зафиксировать, он бы не храпел. Да. Алексей, а вам самому мешает ваш храп? Абсолютно нет. Конечно. То есть вы спокойно Конечно. засыпаете, не просыпаетесь от того, что там всхрапываете или какие-то у вас неудобства в течение сна? Ну, знаете, это ощущаются? бывает, да, бывает очень редко, когда как бы захлебываешься, вот, как бы захлебываешься каким-то... Все-таки бывает такие моменты, когда да. вы просыпаетесь, как будто бы вы сами себе мешаете спать. Да, в основном я вижу недовольное лицо жены, когда просыпаюсь. И поэтому стараетесь не просыпаться лишний раз. Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, вообще храп нормально? Существует ли понятие здоровый храп? Существует понятие привычного храпа. То есть здорового храпа не существует. Но привычный храп – это храп, не связанный с патологией. То есть синдром обструктивного апноэ сна, когда существуют остановки дыхания, приводящие уже к различным нежелательным явлениям. То есть вот каков этот переход от нормального, мирного, тихого посапывания во сне, да, до вот этого вот громогласного, зевсоподобного рева? Главным образом даже не переход. Храп, он может быть как ситуационный храп, да, во время каких-то простудных заболеваний, либо аллергических реакций, либо на фоне приема каких-то препаратов, расслабляющих мышцы мягкого неба. Но для того, чтобы его четко отделить от патологии, нужно все равно проводить обследование. А давайте попробуем разобраться в том, что же такое храп. Интенсивный храп возникает в стадии глубокого медленного сна и ослабляется в его поверхностной стадии. Причина храпа заключается в том, что после засыпания мышечное напряжение снижается. И если человек лежит на спине, то его язык и нижняя челюсть слегка провисают. И этим создаются препятствия для тока воздуха из носовой полости. В результате человек начинает дышать ртом, и быстрое вдыхание воздуха заставляет вибрировать ткани мягкого неба и глотки. Вот эти-то колебания и воспринимается звуком как храп. А что может вообще спровоцировать сам храп? Увеличение миндалин, полипы, искривление носовой перегородки. Нижняя челюсть может быть маленькой и как бы ретроградной, то есть задвинутой назад. Это тоже уменьшает просвет дыхательных путей. Из физиологических, ну это не совсем физиологические, но причины, которые влияют на функциональные особенности, да, это курение, то есть возникает отек и воспаление дыхательных путей. Алкоголь, который приводит к расслаблению мышц. И действительно, вот как я говорила раньше, препараты. Все то, что сужает приток воздуха в организм Как человека. правило, это
полные пациенты. Наши пациенты – это полные пациенты. Вот, худой. Да, в Леше я не узнаю Худой? полного пациента. Наверное, Он потому что достаточно я все же худой. курю, и у меня работа Вот, то связана с есть частыми гостями. То есть и- вы что-то про себя здесь услышали? Да, я про себя услышал, да, это надо задуматься, если честно, надо задуматься, но Но если бы так научились все спать. было просто. да, мы научились спать в очереди. этом режиме, я думаю, что доктор нам поможет. Серьезно, по очереди спать? Да. Нет, вот по версии Алексея вы научились, а по версии вашей супруги То как-то есть не очень. Алексей-то научился. Да, иначе бы вы не пришли к нам на программу. Анна Владимировна, скажите, почему среди харпунов больше мужчин, чем женщин? Это очень интересный вопрос. Около 30 лет назад проводилось исследование, в котором показали, что на 60 храпящих мужчин приходится всего лишь одна женщина. В настоящее время считается, что на 2 храпящих мужчин приходится одна женщина. То есть Вот вот эти, так. да, соотношения изменились. Но действительно мужчины храпят чаще из-за анатомического особенности строения верхних дыхательных путей, да, раз. Потом у женщин более поверхностный сон. То есть когда мужчина еще продолжает храпеть, женщина уже просыпается. Поэтому храпа не возникает. И, конечно, мужские половые гормоны, тестостероны. Да, тестостерон, он приводит к расслаблению, вот к большей склонности к вибрации дыхательных путей. Соответственно, у женщин женщины и мужчины до менопаузы имеют вот такую разницу по частоте встречаемости. Но после наступления менопаузы приблизительно шансы Одинаковые. храпеть одинаково. Да. Да. Анна Владимировна, вот мы уже выяснили, что причиной храпа является ослабление мягких мышечных структур. А может быть, существуют какие-то упражнения, направленные на укрепление мышц, чтобы вот снизить вероятность или силу храпа? Существуют упражнения, но они действительно показаны тем пациентам, у которых есть привычный храп. То есть храп без остановок дыхания. Либо, возможно, с легкой степенью, то есть когда этих остановок дыхания немного. Но самое простое упражнение утром и вечером нужно будет повторять, то есть 2-3 раза, да, по 30 раз. Вытянуть язык вниз и вперед. С силой, да. И 2 секунды нужно держать. Раз, Перед два. сном нужно делать? Это утром и вечером. Просто как гимнастика. Да, можно произносить звук «и». Не обязательно тоже утром и вечером, но 2-3 раза за сутки, по 30 раз, напрягая мышцы шеи, губ, Вот так? глотки. Вот так, приблизительно так. И тоже одно из простых упражнений. Вот карандашики, любезно предоставленные, нужно зажимать между зубами. Алексей, Кто ну попробует. попробуйте. Так, Виктор, между зубами зажимаете, да, чтобы либо это палочка, либо карандаш, чтобы кончики выходили, да, за пределы. Тоже по несколько секунд вы должны с силой максимальной удерживать этот карандаш между зубов. Я чувствую, что происходит напряжение вот этого отдела у меня, и при звуке «и», при вытягивании языка, и при сжимании карандаша. То есть мы таким образом тренируем и содержим в тонусе и языковые мышцы, все вот эти мышцы, да? Да, абсолютно верно. Осталось это делать регулярно, потому что только регулярные тренировки могут укрепить мышцы. А может ли храп, хронический храп, патологический, привести к каким-то серьезным заболеваниям? Храп как симптом все равно ассоциирован по данным ряда исследований с развитием атеросклероза, то есть развитием появлением бляшек, отложения холестерина в сосудах избыточного по сравнению с теми людьми, у которых храпа нет. Плюс вот эти вибрации, они все равно травмируют дыхательные пути. Но глобально важным является именно отсутствие или наличие синдрома обструктивного апноэ сна. Тяжелая степень синдрома обструктивного апноэ сна увеличивает риски инфарктов, инсультов и внезапной смерти во сне до 4 раз. Когда человеку нужно уже прям испугаться и пойти к врачу за помощью? Испугаться человеку нужно, когда действительно эти остановки есть, да, то есть либо родственники говорят, что человек не дышит какое-то время, часто действительно они очень сильно пугаются, начинают будить, да, своих партнеров. Он может просыпаться. Ты спишь и не дышишь. Да, открывать глаза. Либо это микропробуждения, которые видны во время обследования, но человек этого не помнит. Поэтому если есть даже такие уже симптомы, то это действительно повод задуматься о том, что необходимо идти к врачу. Елена, скажите, а вы замечали, что Алексей не дышит во сне? Ну, бывает у него такое, задержка дыхания. Я вот толкаюсь А сразу хватает на ли вот такой диагностики родственников, чтобы подставить вот такой точный диагноз пациенту апноэ? Слов родственников хватает только на то, чтобы обязательно
собраться и пойти к врачу, да. И врач должен провести ряд обследований. Вы знаете, мы Алексея уже обследовали в специализированной клинике. Да, и давайте посмотрим, как проходит такое обследование. Доктор, а вы прокомментируйте, пожалуйста. Так, ну вот наша лаборатория сна. На пациента сейчас накладывают все необходимые датчики. То есть это два пояса, регистрирующие брюшное и грудное дыхание, датчики ЭКГ. Одевается канюля специально для того, чтобы регистрировать поток воздуха через нос, датчик храпа. Так, сейчас одеваем пульсоксиметр, приборчик, который показывает уровень кислорода и его снижение во время исследования. И оставляем пациента на ночь. Вот со всеми датчиками необходимыми пациент спит, все параллельно снимается на камеры, то есть это запись онлайн. Проходит ночь, и на следующее утро все данные расшифровываются. На нескольких каналах мы регистрируем те или иные события. Вот розовым отмечены эпизоды остановки дыхания как раз у пациента и снижение уровня кислорода. Что с Алексеем-то? У Алексея есть синдром обструктивного апноэ сна легкой степени, позиционно зависимый. Анна Владимировна, спасибо вам большое за интересный рассказ. Елена, спасибо вам. Вы свою миссию выполнили. Вы довели своего любимого супруга до врачей. Алексей, а с вами мы не прощаемся, потому что далее как раз мы поговорим о том, что же такое синдром обструктивного апноэ сна, ну и, собственно, как с этим бороться. Наш сегодняшний герой Алексей страдает от остановки дыхания во сне. Для того, чтобы разобраться в этой проблеме, мы в студию пригласили эксперта. Это научный сотрудник отделения гипертонии, кандидат медицинских наук Павел Васильевич Голицын. Здравствуйте. Добрый день. Павел Васильевич, вот сегодня я услышал такой интересный диагноз – синдром обструктивного апноэ сна. Вот можно поконкретнее узнать, что же это такое? Это состояние, которое характеризуется наличием храпа, а также периодическим повторяющимся полным или частичным прекращением дыхания во время сна, достаточно длительным для того, чтобы привести к уменьшению насыщения крови кислородом. И мозг может отключиться во время таких остановок сна? И мозг, и сердце, и все остальное, естественно. Ужас. Доктор, у нас есть 2 звуковых файла. Давайте их сейчас послушаем, для того, чтобы родственники тех, которые храпят, возможно, услышали похожие звуки, и их это насторожило. Забили в колокола. Да, давайте. Идет храп регулярный. И вот еще один. Здесь более выраженный храп. А вот это вот говорит о том, что у человека, скорее всего, присутствует нарушение дыхания во время сна, так называемое действительно апноэ, и сопровождается такими всхлипываниями, как мы только что слышали. А вот скажите, на какое максимальное время бывает, что люди задерживают во сне дыхание? Для того, чтобы вот поставить... я вот слышала, результаты обследования вообще бывают до минуты. Или это уже чересчур? Скажу вам так, то, чтобы поставить диагноз нарушения дыхания во время сна, пауза должна длиться больше 10 секунд. Но мы видели пациентов, у которых это продолжалось 30 секунд, минута, и порой доходило до 2 минут. Я один раз ехал в купейном вагоне, часто приходится передвигаться с совершенно незнакомым мне человеком. Ну, значит, он спал с одной стороны, и с другой стороны, и он храпел. Я не мог уснуть никак. Я ходил в тамбур, я читал. Он храпел, храпел. И вот во время храпа у него были паузы, даже мне стало даже любопытно. Когда он вот так же ярко выраженно, громоподобно, и вдруг раз человек замолкает. Вот он ничего не происходит. Он лежит с открытым ртом. И ты думаешь, что он проснулся, Я думаю, что он, наверное, проснулся. Что происходит? И я считал вот до 30 секунд, до 40 секунд. И сейчас я понимаю, что в этот момент человек просто не дышал. Совершенно верно. Потом и опять дальше А ты представляешь, сколько кислорода недополучает мозг человека вот в этот момент? Потому что дышать регулярно – это нормальное физиологическое состояние. Ну, в общем, головной мозг, безусловно, страдает. Да. Давайте вернемся вот к Алексею нашему. Хочу еще раз напомнить,
напомнить, что он прошел специальное обследование, которое называется полисомнография, да, где ему как раз был поставлен этот диагноз. Что, собственно, делать теперь Алексею? Как его лечить? Какие методы существуют? Существует несколько методов лечения. Во-первых, это общепрофилактические мероприятия, терапевтические, а также есть оперативные методы вмешательства. Золотым стандартным методом лечения является использование СИПАП-терапии. Аппарат представляет из себя компрессор, который через такую гофрированную трубу подает воздух, обычный воздух, комнатный воздух, который проходит через фильтры. Для удобства пациента он проходит через увлажнитель, чтобы воздух был более влажный. На конце находится вот такая вот маска. То есть это на нос одевается, да? Физиологично дыхание происходит носом. Хотя люди, которые к нам поступают на обследование, они говорят, что мы носом не дышим. Вот пошел воздух. Пошло, да, сейчас Вот хорошо. пошел воздух. Воздух как бы расправляет дыхательные пути, не давая им смыкаться. Поэтому и использовать постоянно, желательно минимум 5 дней в неделю и на постоянной основе. То есть 5 дней в неделю на постоянной основе всю жизнь? Да, совершенно верно. И в этом спать? Совершенно верно. Но мы говорим про семейное счастье. В общем-то, во время совместного возлежания происходят разные взаимоотношения между мужем и женой. И вы предлагаете... В этом только спать. Но ты присматриваешь, Совершенно кстати, верно. вот. Все, пока, спокойной ночи, дорогая. Раз. Я думаю, наверное, уже можно Алексея от этого замечательного девайса лишить и снять с него. Алексей. Действительно чудесный аппарат. Да? На что похож? Свежесть продувает. Дышать комфортно. Отлично вообще. Да. А вот вы представляете, могли бы спать с похожей маской, вот заснуть, когда у вас на лице такое устройство? Вы знаете, с женой вряд ли получится, но один попробую. И еще наверняка что-то есть в арсенале докторов. Да, сейчас я покажу. А можно открыть, Да, это посмотреть? можно открыть. Вот, это Ой, одна... поставьте, пожалуйста. Это чтобы нос дышал лучше. Да, совершенно верно. Носорасширитель. Да, да. Ну, вот так вот вставляется. Носорасширитель? Да. Увеличивая просвет дыхательных путей, уменьшается наличие храпа. Ее практически не видно. Не опасно ли, что вот раз ночью? Я понимаю, что Нет, она она здесь крепится, соединяется перемычкой, и никуда она не денется. она, И кажется, также никуда не она денется. легко вытаскивается. Я не могу не спросить, вот назальный пластырь, это что А это такое? что такое? Это то же самое, сделано для того, чтобы расширить просвет, только не вставляется внутрь, а приклеивается снаружи. Покажите, как. Как? Это в обычной аптеке можно купить. Да, да, Ну, совершенно во верно. всяком случае, можно попробовать, точно не навредит. Это вот так вот, клеится здесь. Ну а чем отличается тогда от обычного пластыря? С виду такой же. Он расширяет. Здесь находится пружинка, которая тянет. Она вот это место, если пластырь просто у нас склеивает, да, то это прям вот это место расширяется. Совершенно да? верно. Совершенно верно. Скажите, Павел, вот если с такими замечательными штуками спать, интенсивность храпа уменьшится? Да, уменьшается. Алексей, ну видите, сколько интересного мы вам показали. Можете попробовать и вот такие вот маленькие штучки, которые вполне Вы возможно чувствуете, что тоже носом стало помогут. дышать легче? Дышать намного легче стало, на самом деле. А вот в этом контейнере еще одно средство от храпа находится у вас? Да, совершенно верно. Вы подметили, это еще одно устройство от храпа, так называемая капа. Капа от храпа? Совершенно верно. Капа Да. как у боксеров? Ну, практически. Вот как раз об этом мы хотели поговорить совсем скоро. А пока хотелось бы поблагодарить вас, доктор, за ваш интересный большое. рассказ. Пожалуйста. Алексей, ну, я надеюсь, что теперь с этими приспособлениями вашему семейному счастью ничего не угрожает. Я думаю, да. Всего Спасибо вам хорошего. большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Удачи. А далее мы поговорим про капу от храпа. Ир, пожалуйста, еще раз. Ты говоришь о том, что от храпа может спасти какая-то волшебная капа? Да, и как это ни странно, такие капы делают врачи-стоматологи. И как раз у нас в студии сегодня врач-стоматолог Дарья Владимировна Шершнева. Здравствуйте. Добрый день. Что это за чудо-изобретение? Как мы уже знаем, при проблеме храпа мягкие ткани обтурируют дыхательные пути. То есть закрывают. Закрывают, да. И человек, собственно, испытывает вот это затруднение, воздух не проходит через дыхательные пути. И что мы, стоматологи, можем сделать? Мы можем выдвинуть нижнюю челюсть вперед и таким
Да, действительно. Фактически. Вот видишь, это те же фактически упражнения, которые показывали нам в начале программы. Освобождаем пространство для притока кислорода, да? Да, и таким образом воздух свободно попадает в легкие. И пациент не только избавляется от храпа, но и от смертельно опасной остановки дыхания во сне. Дарья Владимировна, каким образом врачи-стоматологи изготавливают подобные капы? Пациент приходит к доктору, соответственно, снимаются оттиски. По оттискам изготавливаются гипсовые модели челюстей. Далее эти модели устанавливаются в прибор. Собственно, вот мы его видим. Это артикулятор. Прибор, да, и в нем уже происходит моделирование и изготовление капы. При этом нам необходимо рассчитать объем выдвижения нижней челюсти вперед. Он должен составлять 60% от максимально возможного. То есть, 60%? Еще больше вперед? Тогда она будет эффективно работать. Вот именно для этого и существует подобный прибор, потому что как раз благодаря ему можно четко выдвинуть вот именно на эти 60%. Да, совершенно верно. При этом мы видим, что это как бы две капы, да, которые соединены между собой эластичными тягами. Это уже готовое, да? Да, это готовое. Можно? Да, конечно. Если я буду использовать это чудо-изобретение, храп прекратится? Да, храп прекратится. Ир, открою тебе небольшой секрет. Мне очень нужно это приспособление, потому что иногда моей жене приходится спать в детской. Ну, ты знаешь, для того, чтобы изготовить именно такую капу, тебе все-таки придется посетить кабинет стоматолога. Но немного другую капу я тебе могу сделать прямо сейчас у нас в студии. Ура! А пока мне хотелось бы сказать вам спасибо, Спасибо доктор, огромное. за вашу работу, за интересный рассказ. Спасибо. Ведь ну пойдем тогда вот кресло мы тут приготовим. И прямо сейчас, здесь, в реальном времени, ты хочешь сказать, что ты мне Присаживайся. Сделаешь такой подарок? Да. Ура! Ну, Моя скорее, не семейная тебе, жизнь спасена. а твоей жене я сейчас сделаю подарок. Для этого потребуется стандартная заготовка, да, которую можно приобрести в специализированном спортивном магазине, потому что это заготовка для спортивной капы, индивидуальный тоже, что немаловажно. Это термопластичный материал, который я сейчас покажу, как специальным образом обжимается во рту. Итак, вот эта вот стандартная заготовка. Ее нужно опустить в горячую воду. Так как капа термопластичная, она должна разогреться и стать мягкой. Сейчас я сливаю лишнюю воду, помещаю тебе ее в рот. Ты ее прикусываешь, как бы выдвигая нижнюю челюсть вперед. Вот так вот максимально. И я тебе ее индивидуально обжимаю. Расслабь губы. И она обжимается по контуру зубов. Вот так вот нужно просидеть буквально минуту. При выдвижении нижней челюсти обеспечивается натяжение вот этих вот мягких мышечных структур. Вот. Дышишь ты нормально. Все. Теперь открывай рот. Капа вытаскивается. Готово? Еще не совсем. Ее нужно опустить, опять же, буквально на минутку уже в холодную воду, для того, чтобы этот термопластичный материал запомнил то положение, в котором, собственно, ты ее накусил. Теперь главное в этой капе горячий чай не пить, мне кажется. Все. Потом эта капа оснащена такой специальной заглушкой. Это что такое? Это для того, чтобы, когда ты ее ночью надевал, ее нужно удалять, чтобы ты мог через вот эту щель спокойно дышать. Да? Здесь уже явно видны отпечатки твоих зубов, то есть она четко встанет по контуру того положения, как ты ее припасовывал. Вот. И в этой капе ты будешь спать ночью. Дышать ты можешь совершенно спокойно. Ты ее ни в коем случае не проглотишь, потому что она достаточно большая, и подавиться ей невозможно. Проглотить действительно будет сложно, но вот я прям чувствую, что челюсть хочет уйти назад в свое обычное положение, но из-за того, что я... Да, ну, естественно, давай сюда ее. Естественно, эта капа менее изящная, чем приготовленная стоматологом в специальных лабораторных условиях, но тем не менее, как вариант выбора, ее можно использовать. Главное, что ее может изготовить практически каждый, потому что вот эта заготовка продается в обычных спортивных магазинах. По крайней мере, можно попробовать, подходит ли такой способ профилактики храпа вам или не подходит. Ведь это тебе. Ура!
Извините. Какой бы способ лечения храпа вы не выбрали, пусть ночь ваших близких и ваша ночь будет спокойной. С вами была программа «Доктор И». Смотрите нас по будням на канале ТВ-центр и не болейте. Увидимся. Аденома, другими словами, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, она возникает рано или поздно у 100% мужчин. Это бедной железе приписывают все беды мужской половины человечества. А при чем здесь желчный пузырь?